Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить очень вкусную домашнюю куриную колбасу. Без каких-либо дополнительных приспособлений, даже без термометра и без оболочки для колбасы. В колбасу я не добавляю никакие красители, никакие консерванты. Она получается очень полезная, вкусная, можно сказать, даже детская колбаса. Она абсолютно безопасна. И вы точно знаете, из какого мяса вы ее приготовили. Я вас уверяю, магазинная колбаса просто рядом не стояла с этой домашней колбасой. Она настолько вкусная, такая ароматная, что попробуйте ее приготовить один раз и будете готовить постоянно. Друзья, эта колбаса получается просто изумительная и по вкусу, и по качеству. Посмотрите, ее можно нарезать достаточно тонко. Выглядит потрясающе, и насколько она вкусная. Конечно, дать такую колбаску детям в школу – это просто великолепно. Берем кусочек хлеба, выкладываем колбаску, сверху немного хрена и веточку укропа. Друзья, кто откажется от такого бутерброда? Я уверена, никто. В первую очередь, конечно, надо подготовить мясо. У меня вот такие куриные окорочка и ножки. Сейчас надо снять кожицу. Кожу я использовать в колбасу не буду. И снять мясо с косточки. Кстати, вот этот жир, который есть здесь, я буду использовать. Я его буду измельчать вместе с куриным филе. Здесь сейчас абсолютно не важно, какие кусочки мяса вы отрезаете, потому что все это у нас пойдет в колбасу. Главное, вот такие жилочки использовать не надо, чтобы потом эти жилочки не попадались в колбасе. Вот я зачистила косточку, осталась у меня здесь кожица и вот эта часть, которую я тоже использовать не буду, здесь нечего счищать. Я оставляю вот такими кусочками, разрежу в длину. Посмотрите, вот такие кусочки будут. Слишком сильно измельчать я не буду. Именно вот режу такими кусочками. Ну и таким образом подготавливаю все кусочки мяса. Здесь я уже подготовила, порезала мясо, которое я срезала с куриных ножек и с окорочков. Также я буду использовать и куриное филе. Здесь у меня мясо с окорочков 800 граммов и куриного филе 200 граммов. Куриное филе я также разрежу на кусочки. Его я буду измельчать в блендере. И здесь у меня вот этот жир, который я говорила, который остался с окорочков. И теперь очень важный момент. Мясо надо хорошо охладить. Поэтому я перекладываю мясо в пакет. Вот это у меня отдельное мясо, которое я буду измельчать в блендере. И точно так же в пакет перекладываю остальное мясо. Разминаю, чтобы оно быстрее охлаждалось. Сейчас это мясо я отправляю в морозильную камеру. Мне надо, чтобы кусочки подморозились слегка. Все это нужно делать для того, чтобы потом не образовывался такой бульонно-жировой отек. И тогда колбаса получится именно сочная. Все вот эти вот соки с мяса останутся в нем внутри. Они выйдут наружу в качестве такого бульончика вокруг мяса. Чтобы не получилась такая просто котлета сухая вместо колбасы сочной. Мясо я достала из морозилки. Оно уже сверху как бы затвердело, а внутри еще остается мягким. Видите, мясо уже такое достаточно плотное. Сначала в блендере я буду измельчать куриное филе. Филе измельчилось очень мелко. Перекладываю в миску и измельчаю остальную часть филе. Сейчас в миску я добавляю все остальное подмороженное мясо. В колбасу я буду добавлять на 1 килограмм мяса 15 граммов соли. Я добавляю обычную соль без добавления нитритной. Если вы будете использовать нитритную соль, берите пополам. Но я буду делать полезную колбасу, поэтому не использую нитритную соль. И посмотрите, какие специи я буду использовать. Конечно, вы можете в колбасу добавлять любые специи, какие вы хотите. У меня здесь паприка, чайная ложка с горкой, для того, чтобы был красивый цвет у колбасы. Также кориандр,
чайная ложка с горкой, точно так же и сушеный чеснок, черный молотый перец, пол чайной ложки. И также я добавляю еще четверть чайной ложки кардамона. А это мускатный орех. Я его немного натру на терке. Смешиваю все специи. Кстати, по поводу соли. Соли как раз в этой колбасе получается такое умеренное количество. Если вы хотите более такую соленую колбасу, добавьте чуть больше соли. Граммов 18-19. Натираю мускатный орех. Буквально щепотку. И добавлю еще пол чайной ложечки сахара для усиления вкуса. И теперь мясо надо хорошо вымешать. Вот так вот хорошо его мнем минуты 3, интенсивно. Очень важно на этом этапе, чтобы мясо было именно вот таким холодным. Тогда получится колбаса сочная. Я очень хорошо вымесила мясо. Посмотрите, оно вот так вот тянется, собирается в один такой единый ком. Появились такие как бы белковые нити. Мясо держится одним комом. Чтобы колбаса получилась сочная и повысить ее жирность, я добавляю сюда жирные сливки, 60 граммов. Сливки у меня холодные. И сейчас снова хорошо все вымешиваю вместе со сливками до такой вязкой структуры. Посмотрите, в итоге у меня получилась вот такая вязкая масса. И сейчас она уже готова для того, чтобы сформировать батончики колбасы. Формировать колбасу я буду в рукавах для запекания. Многие это делают в обычной пищевой пленке. Но мне кажется, что для духовки лучше использовать именно рукав для запекания. Я выложила на рукав для запекания примерно половину фарша. И сейчас буду его уплотнять. Самое главное делать это все плотненько. Постараться, чтобы не было пустоты. Теперь с этой стороны хорошо закручиваю и завязываю. Я не умею вязать колбасные узлы, поэтому я просто хорошо завязываю узелок и подтягиваю, уплотняю хорошо батончик. Завязываю. Я вот так плотно упаковала батончик колбасы. Видите, он такой упругенький. Конечно, в домашних условиях без оболочки довольно сложно запаковать в пакет, чтобы не получилось совсем никаких пустот. Но я думаю, что колбаска будет хорошая. Я сформировала и второй батон колбасы. У меня получился один батон длинненький и чуть более тонкий, а первый получился чуть потолще и покороче. Для надежности и большей плотности батоны колбасы сверху я еще перевяжу нитью. И сейчас вот эти батончики сформированной колбасы надо оставить, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. Где-то часа на полтора, чтобы они просто полежали на столе. И сейчас колбасу я отправляю в духовку. Духовка у меня включена на 140 градусов. Включен верх и низ, а также режим конвекция. На дно духовки я ставлю противень и туда наливаю горячую воду. То есть у нас получается колбаса будет готовиться при достаточно низкой температуре и с паром. Готовим таким образом колбасу 2,5 часа. Если у вас нет режима конвекции, просто включайте верх и низ духовки. Колбасу я достала из духовки. Пахнет, конечно, она просто невероятно. Сейчас надо дать ей время остыть до комнатной температуры, потому что если ее сейчас разрезать горячей, она может развалиться. Колбаса остыла до комнатной температуры, и я сейчас снимаю пленку. Конечно, ей сейчас надо отлежаться в холодильнике, но я не могу не попробовать кусочек колбаски, поэтому отрежу кусочек и покажу вам, какая она на срезе получилась. Видите, сейчас она еще не так хорошо держит форму, потому что она должна отлежаться в холодильнике. Но на срезе видно, что она просто замечательная. Пахнет вообще великолепно. Это просто сказка. Очень вкусно. И посмотрите, какой получился второй батончик колбасы. Заворачиваю в фольгу и отправляю в холодильник на ночь. По внешнему виду колбаса выглядит очень хорошо.
Вы видите, фактически нет никаких пустот. Могу сказать, что, конечно, у меня немного образовался бульонный отек во время приготовления, но это неизбежно, когда вы готовите не в оболочке, а в пленке. Но смотрите, колбаса получается именно вот такая красивая, пахнет невероятно вкусно. И, конечно, я сейчас с большим удовольствием попробую кусочек этой колбаски. Хотя я уже попробовала. Она реально очень вкусная. Посмотрите, она вот такая гибкая, прекрасно держит форму. Колбаса получается нереально вкусная, сочная, нежная и очень ароматная. Мне кажется, здесь прекрасно подобраны специи. Я всем рекомендую приготовить ее и попробовать. И вы убедитесь, насколько это просто. А по вкусу эта колбаса вообще не идет ни в какое сравнение с магазинной. Друзья, я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!